Раз, два, три. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Каждый год в одно и то же время мы все дружно, мне кажется, всем миром варим холодец. Вот, у нас сегодня, друзья мои, холодец по-новому. Современный, фирменный и интересный рецепт от известных шеф-поваров. Решила попробовать и с вами поделиться, стоит ли запекать мясо для холодца. Мясо всегда беру свининку, голяшку, копыта, говядину и курицу, в идеале домашнюю. А там, друзья, какая есть. Нужно подготовить мясо. Так, вечно боюсь эту штуку. Но какова красота! Так пахнет шмаленным кабанчиком, как будто в селе. Помнишь в детстве? То же самое проделываю с ножками. Красота. И то же самое делаю с курицей. Перышки. Бесстрашная Аня. Теперь это надо все хорошо помыть и поскоблить. Ой, какая красивая ножка. Кастрюлю. Заливаю холодной водой, так, чтобы хорошо покрыло мясо. Его нужно вымочить в течение 2 часов. И продвинемся дальше. Включаю духовку на максимум 250 вверх-вниз. Мясо у нас постояло, лишняя кровь вышла. Сливаю воду. Оп! И сейчас, друзья мои, нужно мясо подсушить на бумажных полотенцах. Убрать с них влагу. Ой, и холодец будет у меня в этот раз элитный по новому рецепту. Перекладываю на противень. И это сюда. И сюда же добавлю луковицу в кожице пополам, морковь, а также пополам. Сюда корень петрушки, сельдерей и лук-порей, друзья мои. Ставлю в хорошо разогретую духовку минут на 20 под самый верх. Все, это должно хорошо покрыться корочкой румяной. Это, друзья, для меня тоже новинка. Хочу попробовать приготовить холодец, как увидела у одного популярного шефа. Но очень красиво на вид. Уверена, что и вкусно. И с вами поделюсь, стоит ли запекать мясо для холодца или нет. У нас так вкусно пахнет, просто замечательно. Я думаю, может это все оставить здесь? Нет, друзья мои, доделаем холодец. О, осторожненько. Опа. Какая красота. Все. Берем и перекладываем мясо в кастрюлю. Оп. Соки все сюда. А овощи, друзья мои, снова в духовку. Пусть еще немножко подпекутся. Как я это сделаю? Поставлю и выключу нагрев. Все. Пока духовка остынет, они еще немножко подрумянятся. Кастрюлю на огонь. Заливаю холодной водой, так, чтобы покрыло мясо. Включаю нагрев и жду, пока закипит. Собираю пенку. И что хочу сказать вам по этому поводу. Мои наблюдения. Когда мясо вымочено, немножко запечатано в духовке, пенки, ее практически нет, друзья мои. Посмотрите, это даже не пенка. Сереж, покажи. Ее практически нет. Сейчас прикрываю крышкой, так, чтобы было отверстие до выхода пара. Делаю минимальный нагрев. У меня это будет 2. И пусть себе потихонечку булькает. Буль-буль. 4-5 часиков. Прошло 3,5 часа. У нас здесь очень тихое бульканье. Вынимаю курицу.
Ой, осторожно. Опа. Есть. Красивый получается. А это еще оставлю. Пусть часика полтора-два еще побулькает. За час до окончания варки добавим овощи. Луковица. Так. Какой красивый холодец. Также по нескольку горошин душистого и черного перца сюда. Одну гвоздику. Немного соли. Ой, какая красота. Все. Пусть еще часик побулькает. Через 6 часов достаю овощи. Мясо. Ой, хорошо. Опа. Все прекрасно сварилось. Посмотрите, какой красивый бульон. Вообще обалденный цвет красивый. И такой прям... Я довольна. Несколько зубков чеснока. Просто вот так вот порублю. Нам нужен аромат. И в бульон. Пусть настаивается. Еще добавлю соли по вкусу. Выключаю нагрев. И все. Осталось, друзья, только подождать, пока остынет мясо. Пришло время разливать холодец. Мясо в тарелочке. Тут, друзья, по желанию. Кто больше любит, кто меньше, кто крупнее. Я знаю, некоторые люди вообще на мясорубку мясо измельчают. Ну, мы вот так вот. По-простому, по-домашнему. Как предки научили. Я слышу, Сережа, твой внутренний голос. Больше мяса. Да, побольше мяса, побольше. А я наоборот люблю желешку мясную. Так. Посмотрите, какая красота. Конечно же, можно процедить через марлю. Но я всегда делаю вот так вот. Аккуратненько собираю верхушечку и заливаю. Красивый получился холодец. И на цвет прозрачный. И очень много удивлений у меня было по поводу этого рецепта, друзья. Ну вот и все. Холодцу даем остыть и застыть. А мужу сделаю с острыми ощущениями. Благодарю. Пожалуйста. Холодец наш застыл. Снимаю жирок. Почему я не сделала этого во время варки, спросите вы, друзья мои? А потому что было такое впечатление, что жира совершенно нету. Я его даже не заметила. Я думаю, не страшно, если мы это сделаем после. Не томи, Сережечка, не томи. Уже ж хочется. Конечно, в идеале черный бородинский. Ну, благодарим и за это, друзья мои. А ну? Хорош холодец. Хорош? Хорош, хорош. Режется? Я ж хочу все проверить в этом рецепте и поделиться своим мнением. Так. Оп. Друзья мои, посмотрите, какой крепкий, красивый холодец. Просто песня. Я в полном восторге от этого рецепта, друзья мои. Казалось бы, я просто изменила одно действие, немножечко изменила. Результат просто шикарный. Мы вчера с Сережечкой 3 тарелочки так оп, за один присест. Поэтому я знаю, как это вкусно. У меня уже рефлекс еще и с хреном. Сейчас и вам передам. Это просто вчера был такой восторг, что я не опишу вам словами. И мне вообще сложно уже говорить. Быть добру. Это очень вкусно. Будешь? Конечно, буду. Все, всем пожелаю счастья, добра, благополучия и всего самого наилучшего. И да, еще скажу. Друзья мои, что хочу сказать по поводу этого рецепта. Мне этот способ зашел на ура. Во-первых, не было сильной обильной пены, которую мы так не любим выбирать. Ее совершенно не было, вы сами все видели. Я собрала буквально там крохи. Во-вторых, холодец получился очень вкусный по вкусу, такой насыщенный, яркий, интересный и богатый вкус. Единственный момент, что в следующий раз я попробую овощи поджарить, припечь на сковороде уже в конце, когда буду добавлять в холодец. А так это просто, кто придумал, лайк. Да еще, я люблю холодец только с хлебом.
М? М. Во, наслаждение. Мне вот этот хруст понравился.